Привет, друзья! Я очень люблю грузинскую кухню, и одно из моих любимых блюд – это хачапури. Но чтобы его приготовить классическим способом, нужно хорошо потрудиться. Поэтому сегодня я вам покажу рецепт быстрого хачапури всего лишь за 15-20 минут. Но не теряем больше времени, как всегда следите за руками и поехали! Мы будем готовить ленивый хачапури на сковородке, без заморочек, вкусно и быстро. И самое главное, что в этот рецепт вам не понадобится духовка. Всего лишь одна сковородка и чуть-чуть времени. И сразу хочу уточнить, что это не по-аджарски и мигрельски хачапури. Это другой вид, он опрошенный. Но он получается так же вкусный, как у своих собратьев. Ну давайте готовить. Начинаем с приготовления теста. В миску наливаем холодное молоко. Я взяла 2,5% жирности. Добавляем немного сахарного песка, щепотку соли, чисто для баланса вкуса, и одно куриное яйцо. Все хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния. Теперь переходим к сухим ингредиентам. В муку добавляем разрыхлитель, чтобы хачапури получилось более воздушным. Соединяем сухие ингредиенты с жидкими и замешиваем тесто. Переходим к добавлениям сыра. Чтобы сделать вкусный хачапури, нам нужно сыр сулугуни. Но если у вас его нету в магазинах, вы его можете заменить с хороший плавящийся сыр или с моцареллой. Будет тоже очень вкусно. Давайте сейчас будем добавлять сыр к нашему тесту. Натираем сыр на мелкую терку. Прямо в тесто. Перемешиваем, и оно готово. Тесто получается густым и немного липким. Берем сковородку диаметром около 24 см и смазываем ее небольшим количеством масла. И выкладываем тесто. Чтобы равномерно его распределить по дну, покажу вам лайфхак, как это сделать быстро. Берем ложку и отпускаем ее в воде и распределяем массу. Таким способом тесто не прилипает. Теперь самое главное его правильно пожарить. Из-за того, что тесто достаточно толстое, 2-3 см, может быть такое, что оно снаружи будет готовое, а внутри будет сырое. Поэтому мы его отправляем на минимальный огонь. И сразу после того, когда вы его поставили на огне, вам нужно накрыть крышкой. И так его оставить где-то 3-4 минуты. После истечения этого времени посмотрите, как он себя там чувствует. И если вы считаете нужным, что пора его перевернуть, тогда мы его переворачиваем и тоже накрываем крышкой. Когда хачапури будет практически на этапе готовности, он будет уже готов, он чуть-чуть увеличится в размере, в толщине, и он придобьет такую золотистую корочку. Мы убираем чуть-чуть крышку и поджариваем с каждой стороны по 1 минута, не больше. Это чисто, чтобы конденсат, который попадал в сковородке при закрытой крышке, мы убрали. И наше хачапури будет готово. Наши хачапури готовы. И смело могу сказать, что в 15-16 минут вы впишетесь, потому что я 12 минут его жарила на плите и где-то 3-4 минуты мне заняло приготовление самого теста. Давайте сейчас мы его и попробуем. Но я уверена, очень вкусно получилось, потому что не может быть хачапури, чтобы было невкусное. Оно пропеклось идеально, сыр чувствуется, и, кстати, из-за счет сыра и его соленоватости, оно достаточно такой приятно соленого оттенка имеет. Поэтому, если вы любите хачапури, но не любите с ними возиться где-то по 2-3 часа, то обязательно попробуйте мой вариант, и я уверена, вам очень понравится. Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, если нет, дизлайки.
Для нас это очень-очень важно. Подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!